Привет, GFT. Сегодня будет у нас эксперимент. Вот такой вот экспериментус. Заставку-то я уберу, сейчас я просто настрою. Привет, Костя, кстати, можешь зайти в Дискордик. Рабочий полдень. В общем, смысл вот примерно такой. Хочу попробовать сделать нечто вроде батл рояля с элементами РПГ. Либо даже не просто элементами, а батл рояль в сфере РПГ. Смысл в том, что можно со всеми объектами на сцене взаимодействовать будет. То есть из танков, пулеметов стрелять, бочки взрываются, ящики все открываются, что по весу подходит, можно перетаскивать и так далее и тому подобное. В общем, полная свобода действий в рамках игровой карты. Сейчас сделаем потише. У меня погромче, да? На максимуме. Да там еще пока нечему получаться. Я пока что только экспериментирую. Так, сейчас. Пока что это все чисто эксперименты. То есть сцена и Ultimate Survival пока что. Так. Вопрос, что мне включает обратно фок? Непонятно. Причем включает его в одно и то же значение. Пока что здесь из всей интерактивности только следы от пуль. Привет, Андрей. Ну, хорошо, что зашел сегодня.
все дело я хочу довести до ума и добавить сетевую часть. Андрей, под видео написано, что это конкретно такое. Операты, например, были вчера. А это немножко из сферы экспериментов. Нет, там капсула с руками. Пока что, во всяком случае, так. Да нет, дело-то не в этом, а в том, что фок, который глобальный, мне вот там изменяет настройки. Вот. Вот, и опять сразу раз и сбросилось. То есть вот именно вот этот вот. Так, а если так будет, он у него включать его будет? О, вот так он его не включает. Это Ultimate Survival. Асик. Так, ну нужно, конечно, полностью без... Прячем, чтоб не мозолило глаза. Папа. Что? Папа. Что? Папа. 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 Закрой дверь.
больше ничего не хочешь мне сказать? Закрой дверь и собери Настю отсюда. Дверь закройте там и не разговаривайте здесь.
Что может влиять на фог? Изменение фога. Да, отключен. По идее, он не должен вообще никак влиять. Да нет, дело не в бейс. Вот смотри, я отключаю это все добро. Бейс включаю плеера. Выставляю фог. Кстати, да. Значит, что-то здесь у нас, да? Вопрос, что? Не, ну контроллер этот был отключен, то есть он не мог ничего делать. Дальше здесь только объекты. Здесь реально все только объекты. Ну и частицы еще. Это долго так переключать. Просто отдельный какой-то объект не может. Правильно же? Ну, в смысле не объект, а модель префаб. Значит, там какой-то объект, не являющийся обычной моделькой. На это влияет на нем скрипт. Я так понимаю.
directional light, terrain. Terrain, по идее, на фок не влияет никак. Всякие там туалет. Консервная банка. Это все именно модельки префаба. Непонятно. Остается только directional light. И сам по себе terrain. Тут нечего на фок влиять. Можно, конечно, просто маленьким скриптом его включать принудительно, ну, изменять в начале, потому что он как бы изменяется. То есть не сбрасывается постоянно на эти настройки. Здесь ничего нет. Непонятно.
Еще не гонит, что он доступен только в Pro. Это еще старая документация. Правильно я понял? Неправильно. Так, забыл. Одну вещь забыл. О, да, значит я все правильно понял. С этим поработать. Так. Да мне фактически надо только density поменять. Тогда просто можно даже не трогать. False. Ему там надо, да?
Так. Интересно. Фрейм. Где у нас тогда создается этот фрейм?
Вот почему-то сбивается эрек трансформ на старте. Не, вообще как бы все правильно выставлено. То есть он ставит ровно с тем же трансформом, как и у родительского объекта. Даже у них есть деревянные топоры. Деревянные, Точнее, каменные. Каменные, ну так у них это чисто survival. Ник, смотри, какая ошибка. Я тебе о том и говорю, что даже у них, то есть в любом сурвайвале они есть. Ну, с этим я, конечно, согласен.
Смотри, какая ошибка вылезает. То есть не очень понятно почему. Да, это два ассета. Сцена и непосредственно Ultimate Survival. Где ошибка? Я не вижу. Ну, там даже не ошибка, а перекосячивает. Вот, в общем, мы когда запускаем, то создается фрейм с, ну, то есть рамочка вокруг выделенного слота должна создаваться. Вот она должна быть вокруг первого слота, а она получается вот так вот здесь. У нее RUB трансформ сбивается. Рект трансформ. Вот если сделать как у первого, то она встает на место и как бы работает. Но изначально она почему-то вот так встает. В чем может быть дело? Ну, для этого я должен знать, как оно у тебя генерируется. Вот скрипт. То есть переменные задаются. Вот она тут как бы create image under. Название, rect transform, положение. Спрайт присваивает. Так, бар CS. Вот, хотбар CS. Отсюда он берет значение. А вот rect transform почему-то неправильно. Но дело в том, что когда я просто его залил, то работало как бы правильно. Потом что-то произошло. Тут проблема в Break Transform, то есть нужно найти, где он у тебя задается. Вот, задается при создании. Но надо задать его такой же, как у родительского элемента. Ну, при создании да не при создании. А на чем у тебя висит этот скрипт? На хотбаре. Другими словами, он берет Rect Transform от хотбара. Да, возможно, по левой стороне он, правда? Нет, не совсем. Ну, вообще-то совсем. Там написано просто get компонент Rect Transform. Это значит, что он берет от того компонента, на котором висит скрипт. От родительского, по идее, должен быть. Нет, именно от этого. А, погоди. Нет, все правильно. Он берет от родительского. Вот, смотри, видишь, left top выравнивание идет. Так? И у него сейчас тоже left top. Но позиция с другой стороны. Если мы задаем родительские, вот, у нас становится центр middle. Вот такое дело. То есть он просто берет, видимо, не то. Вот это вот что? Left top. И здесь тоже left top. По-хорошему, там нужно использовать не get компонент, а вообще использовать ADD компонент. Ну, Ну где именно? В той части, где создание, да? нет. Где? Там просто сделано по-другому. Угу. Здесь у тебя берется get компонент Rect Transform, но он не задается. Задается он у тебя ниже. Вот спусти вниз скрипта. Set parent. Selected slot transform. Да, вот.
То есть он задает именно родительского выделенного слота трансформ. Но что-то там пошло не так. Нет, 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 нет. Set parent — это сделать его родительским, установить Ага. родителя. А задается он выше, видишь? Get компонент. Строчка Ну, выше. да, get компонент. 145. Угу. Вот FMRT, да? Подожди, он не задается, он опять же только присваивает. Вот смотри, мы его на 145 получаем, а далее с ним работаем. Ну да, задаем его родительским, получается. Мы говорим ему, что родителем является, Выделенный собственно, наша ячейка, Угу. а далее говорим, какую позицию мы ему задаем. Ну вот и как нам задать эту позицию нужно? То есть нам нужно, чтобы у нас x, y было по нулям. Вместо left top было center middle. И rotation тоже не было. Там, где он берет size delta, сделай вектор 2, 0,5, 0,5. Так, как это прописать? Вектор 2. В скобках 0,5, 0,5. New в скобочках 0,5, 0,5. Так, подожди еще раз. Точка, вектор 2. Нет, нет, нет. Какой-то после равно. То есть все, что после равно, да? Да, все, что сделай из этого этот комментарий, а замени на вектор new вектор 0,5, 0,5. Если просто дельта отвечает за то, в каком положении центр или Вот так, что ли? New вектор 2 в скобках 0,5, 0,5. да, только 0,5. Понял, что Да, да, я понял. Но вот сейчас ее вообще нету, этой рамки. Куда она делась? не помню, это дельта. То есть, точнее, означает дельта. Я просто не помню, какая именно фишка за это отвечает. Куда-то эта рамка вообще. Но она как бы выровнялась по объекту, но что-то с ней все равно не так. Ее размер не так. Да, размер 0,505 получился, да. Подожди, а если там размер поставить 64, 64? Нет, 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 это не то. А как? Вот мне интересно попробовать. Тогда какой вариант? Ну, size дельта верни как было. И после size дельта
напиши здесь, что frame rt точка rotation равно 0. Да? да. Точнее, не 0, а кватернион identity. Rotation это кватернионы. Привет, Калибинс. Чуть меня напрягает, что Visual Studio обычный не подсказывает толком. Какие-то там Тебе, видимо, просто фишка не работает. запоздалые какие-то подсказки. Нет, они как бы появляются, но появляются уже в самом конце, когда я уже сам все ввел, появляется подсказка. Нет, все равно та же самая фигня. Он теперь должен не разворачиваться. Вот, смотри, он теперь как бы... подожди, надо не тыкать. Ну да, получается, что он опять же появляется там. Да, вот сбоку. Да все как бы так же получается. Я понять не могу, почему он у тебя поворачивается. Вот мне тоже интересно. Может быть, дело в том, что... Видишь, rotation задается 76 почему-то. Сейчас. А 76, вот оно. Rotation всего GUI. Давай-ка попробуем вот так. Появилась, да, после того, как я начал крутить GUI. Вот, смотри. Она теперь не крутится. Вот. Теперь ее просто надо в первый слот сразу помещать. Будет нормально. Identity тогда убери. Вообще странно, почему она не сработала. А еще я не знаю, нафига ты его крутил. Был такой момент. Сейчас. В общем, давай сейчас проще сделаем. Она изначально располагалась на фоне этого своего леса. Я его просто переместил. А вот, видимо, из этого у тебя и пошли все эти глюки. Потому что оно изначально привязано к той позиции, на которой было. Да, сейчас мы это дело поменяем. И я более чем уверен, что это была нулевая позиция. Я прав? Нет. Вот она не нулевая как раз. Так. Тогда отсюда переместим сюда.
Попробуй. Ответить можно, ой, отвлечь можно, ответ не гарантируем. Длину луча задай. Например. Вот. Нет, все равно херня. Так, ладно, расходники к этому. Вопрос не совсем то, о чем ты подумал. Он хочет, чтобы у него рекаст всегда во что-то попадал. Ну да, может быть. А чтобы рекаст во что-то попадал, это что-то нужно просто разместить на пути рекаста. Вот видишь, оно не в нулевых координатах прямо создается. Райкас таргет, наверное, я думаю, должен быть. Это обязательно должен быть коллайдер. Райкаст работает с коллайдерами, ему пофиг, и физически этот объект или не физически, он должен быть с коллайдером. Это может быть пустышка с коллайдером. Коллайдер может быть триггером спокойно.
хера? Да вот он его перекидывает нахрен. Главное, здесь статистика показывает 18 FPS, а статс юнитевский 50. Кому верить? Верь своим ощущениям, Люк. Ну, по ощущениям ближе к 50. Так, ну в общем, что с этой штукой-то сделать-то? А что ты с ней хочешь сделать? Ну, с фреймом. Хочу, чтобы она вставала в первый слот. Хотя бы. Ты скрипт открой. Открыл. Так, Или я тебе должен на память все диктовать? Погоди секунду. One second. Сейчас. Слот. Угу. Открыл. Так вот, у тебя идет set parent, потом local position. Угу. После local position просто position еще измени. Frame RT. Угу. Position. Та же самая, что ли, вектор 2.0? Да. Еще что-то? Нет. Вообще пропало. И даже не появляется фрейм. Не появляется, в смысле не появляется в слоте? Да. Она вообще не генерится, фрейм даже нету. Я понял. Я про это и спросил. А, нет, вот она есть как бы. А, ну
она есть, но она почему? А, она вообще вон, видишь, позишн у нее какая, унесло куда-то вдаль. В немеренные дали. Ой. Ты поставил вектор класс 0, да? Да. Тогда вместо этого напиши parent.position. Или, точнее, то, что у тебя ниже после равно, только вместо size delta поставь position. И в конце тоже на позишн поменять. Да, ведь? Ну, то бишь, то же самое, только вместо size delta position. World Sign, привет. Ну, не то, что в свой рояль, я экспериментирую. Вот мне попала такая шлея под хвост. И я давно вынашивал эту мысль. И вот решил раз в неделю посвящать этому. Посмотреть, что получится. Так, ник я правильно написал? Мгм. Так. Что опять тут с Богом? Ага. Появилась, да, но также сбоку. Ну, я так и подумал. При зажатом шифте не переключаются слоты. Когда бежишь, быстро не переключить на слот. Даже если он просто зажат, и ты идешь с кончившейся стаминой.
Ну так как быть-то? Как? Как? Да никак. Что не так с ним? Что с ним не так? Я просто не могу понять, почему он тебя его выводит в ту сторону. Так вот в том-то и дело. Да, попробуем вот так вот. Что будет происходить? Ничего не поменялось. Ну, естественно, потому что он просто не создается. Почему не создается? Как-то не создается. Создалось в том-то и дело, и переключалось потом. Значит, это вообще не к этому относится. Засада какая-то. Инфрейм, спрайт, color. Здесь в самый низ. Сейчас, секунду. Вот она создается, но без визуализации. Ну да, имидж. Потому что то есть mFrame присваивается, то есть вот это frame RT, это переменная, являющаяся, у которой присвоен rect-трансформ картинки. И потом мы rect-трансформу этой картинки присваиваем все остальное. Но что-то оно не присваивается. Не картинки, а объект. Ну, объект, да. Ну, это по сути картинка, потому что это вот Privat Image mFrame. То есть
Объект картинка. Нашу строчку с позиции ты можешь удалить, раз от нее толку ноль. Я так понимаю, проблема просто в том, что изначально у тебя картинка просто рисуется нигде. Нет, если бы она нигде рисовалась, она бы там и оставалась. А она, видимо, рисуется именно вот в тех координатах. Ты понимаешь, почему она там рисуется? Потому что изначально у тебя нету слота, который выделен. Ну, да. Другими словами, тебе просто нужно поставить условие, что если нету выделенного слота, мы выделяем слот 0. Так. Ну, давай. После того, как мы ее enable'или, да? Или до? Это вообще не здесь. Ну. А там, где у тебя идет отработка вот этого скрипта на выделение. Вот, select new one. Сюда добавляем условия. Дэн, еще раз. Где у тебя выделяется слот? Вот. Написано же комментарий select new one. Здесь Прочитай, как называется функция. Selected slot, new slot. Функция называется попробовать выделить слот по индексу. Try select slot, да. Если слот равен вот selected slot, try select slot. Оно? Нет, не оно. Ну а где тогда? В апдейте у тебя идет отработка как раз на случай, когда ты уже выделяешь. Try select slot 1. По умолчанию получается. Погоди. Key number 1. Первый слот. Ну. Key number -1. Почему минус 1? Ну, потому что это не равно, а минус, насколько я вижу. Ну да, там как бы либо минус, либо дефис. Это значит нулевой слот. И вот как раз нулевой является первым. Ты не забывай, что в программировании счет идет от нуля, а не от единиц. Нет, это понятно. А вот key number говорит о числе, о цифре, которую мы вводим. Это вот как раз ты нажимаешь единичку, Да, выделяет он у тебя выделяет нулевой слот. За это отвечает апдейт. Но это не то. Ты вначале никаких же цифр не нажимаешь, когда появляется эта фигня. Так мы можем по-другому сделать. Значит, это происходит до апдейта. А до апдейта у нас происходит событие start, событие on enable и так далее. Слот refreshed, вот, например. Нет, мы можем сделать по-другому. Мы можем ее, эту рамку, создавать где-нибудь вообще далеко. И потом при нажатии слота она просто будет выделяться. То есть после первого нажатия-то оно нормально на месте уже. Потому что первое нажатие отрабатывается в апдейте. Ну да.
А нам нужно получить то, где до апдейта происходит вызов нашего метода. Вопрос. Твой метод try select slot. Где он вызывается помимо апдейта? Где он слот рефрешит. Can select display. Так вот, смотри. В старте, где и энумератор. Браво. Ну вот, видишь. Браво, браво. Сам тоже не нашел. А я и не искал, я тебя заставил искать вообще. Вот. Ну вот. Try select slot 0. Вот оно. Угу. А в самом конце ты не видишь? Вижу. First selected. First selected. Это что у нас? Хоть тебе на старте нужно просто заставить его нулевой выбрать, и все. Try select slot. Подожди, ну нулевой. Он у тебя сначала нулевой, а потом first selected. Угу. То есть, что, И то в старте, понятно? закомментить, что ли? Это оставить нулевой? Нет, первое это вообще другая тема. 64-я строчка вообще о другом говорит. Угу. Так что нам сделать-то? Ну, может, покемона сделать. Покемонстр скорее. Что у тебя за M first selected? First selected, первый выделенный. Правило ты first selected. Вот он. Ну, я понял, но где он? Где он? Где он? Не знаю я где он. Вот он только два упоминания. Задается и вызывается потом. Ну, как он только вызывается? Ну вот два упоминания всего лишь. Может, подруг-то? Не знаю. Точнее, через инспектор. GUI behavior. Hotbar. Вперед. Ты пропадаешь. Ходбар. Hotbar скрипт. Нет, не с магией. Вот, Hotbar. Ты Hotbar. First selected 0. Вот. Он просто задан явным образом. Ну, почему-то вместо того, чтобы брать нулевой слот, Давай попробуем единичку. это тоже не сработает. Ну да. И зачем там 100 вообще значений, когда всего 6 слотов в баре? Потому что рейндж задан от 0 Нет, я это понимаю. до 100. Я понимаю, что так. Но зачем он задан такой рейндж?
когда всего 6 слотов. Ну, допустим, даже до 10 там увеличить. Ну, 0,10. Потому никто не считал, сколько слотов. Может, это 100 слотов будет. Действительно. Чем не ходбар? Че в этом же, как его, в Вове, сколько там слотов в ходбаре? Штук 30? Моя тебе рекомендация. Ну, Он у тебя создает и выделяет эту фигню еще на старте. мгм. Значит, нам надо в старте заставить это сделать его с задержкой. По всей видимости, он отрабатывает до того, как успевает все прорисовать. Из-за этого неправильно считает расстояние. Мгм. То есть инвок просто добавить? Да, попробуй добавить ему инвок. А вот там, где try to select slot 0, туда, да? Да, там, где try to select. 75-е. Подожди. А, 75. На 64-й там вообще другое. Понятно. Блин, как он там... Забыл я, как эти инвоки работают. Так оно и будет работать, значит, да? Если это не поможет, тогда я хрен знает, где он у тебя создается и почему он так работает. Мгм. Ну, вроде правильно, да? Мгм. Нет, смотри, видишь, он все равно ставит в ту точку. То есть Тоже, кажется, понял, где там загвоздка. ну, секунду ничего, а потом ставит в ту же самую точку. Инвок убрать тогда, да? Да, инвок можешь убрать, сделать как было. Мгм. У тебя почему-то не отрабатывает false. Какой из? 71-я строчка. Ага. Frame enabled. Он должен создать изображение и отключить его. Его не должно быть видно. Ну да. Потом, после того, как отработает весь старт, он отрабатывает try select. Мгм. И только тогда изображение должно стать видно. И оно должно оказаться на нулевом слоте. Так. Другими словами, либо у тебя не отрабатывает try, Мгм. как положено, либо у тебя после 70, ну, не отработает 71-я строчка, как положено. Не, ну смотри, она появляется, это фрейм, и потом нажатием кнопок она как бы нормально по своим слотам прыгает. Нажатием «да». Вот. Так мы можем стимулировать нажатие.
сразу первого слова. Что, а нахрена тут вообще энумератор? Хороший вопрос. Просто не вижу, чтобы он где-то здесь использовался внутри. Хороший вопрос. Попробую заменить энумератор на void и убрать yield return null. Так. Просто void, да? Да, просто void. И что убрать? Yield return null. Эта строчка в voidовой функции не нужна, она нужна только в энумераторе. И, Дэн, если я говорю void, я имел в виду заменить энумератор на void. Приват не обязательно было убирать. Ну, вообще-то, если приват не написан, паблик, вернее, не написан, то по умолчанию... Я знаю, но убирать не обязательно. Привет, Даркарт. Ну... Не, ну сейчас она не появляется. Не появляется вообще? Ну, вначале не появляется, но после нажатия кнопки уже... Вот это правильно. Ох ты, как ё-моё. Она у тебя не должна вначале появляться. Из-за того, что у тебя там был энумератор, она почему-то оставалась. Мгм. Ну что, так и оставим тогда, что сначала не появляется, а на кликах уже появляется. Ну, ты можешь это исправить? Непонятно, конечно, почему старт не отрабатывает как надо try, то ты можешь его вручную поставить. Получше будет. Так.
И что мы там делаем? Ты можешь сделать проверку на наличие выделенного слота в апдейте. Мгм. Если слот не выделен никакой, тогда мы выделяем нулевой слот и все. Тогда при первом отрабатывании апдейта он просто у тебя выделит нулевой слот. Мгм. Так, ну это mFirst Select? Нет. Нет, ты просто 0 поставишь. То есть тебе нужно прописать if, и внутри if просто прописать try select slot 0. Ну или, конечно, mFirst можешь оставить. Это роли не играет. Так, и try select slot 0. Да? Нет. В if ты проверяешь, есть ли у тебя какой-то выделенный слот. Мгм. Ну так а какая А получается? внутри if ты уже Переменная, делаешь какая? траселе. M Ну я откуда знаю, смотри, я-то откуда знаю, Стой, какая-то вот. переменная. If slot m selected slot. Так. Это если есть слот выделенный. Правильно я понимаю? Ну, видимо. Нет, ну в данном случае refresh это если выделенный слот, это тот, который выделен. Угу. Проверяем m selected slot на null. То тогда try select slot 0. Да? Ну да. О, прям картинка стала сочнее. Ну, вот как бы. Все как и было. То есть вначале опять ничего не выделено. Ну, значит, оно не null. Тогда что делать будем? Если Ну, а что ты сделаешь? Можешь на старте его делать null, если хочешь. Погоди, стой, зачем? Try select slot 1. Так по. Sleep, так вот, на старте он же что-то делает с try select slot 0. Этот try select пытается выделиться, да. Так а может быть просто на самом деле... Ты опять не туда смотришь. То, что ты смотришь, это вообще не выделение слота. Не-не-не, я про другое. Мы на старте можем принудительно же задать просто try select 0 и все. Чтобы у тебя там так 0. Смысл в том, что у тебя почему-то try select на старте не хочет отрабатывать. Ну, так давай принудительно его просто так вот сделаем с самого начала. И пусть он себе там отрабатывает. Не смотри перед m-frame, потому что иначе у тебя будет ошибка. Смотрим. Да, куча. После m-frame, да? Ну правильно, у тебя же try select работает с m-frame. Какой смысл ставить его до? Так, подожди, вот а m first selected.
А он у тебя задается через инспектор. И он у тебя равен нулевому слоту. Да. Даже если ты его заменишь на 0, это не поможет. Потому что он почему-то не отрабатывает. Что-то непонятное. Не, в принципе, ладно. Ну, пока так нормально. Главное, что когда произвольные нажатия происходят, то оно как бы срабатывает все верно. Так, что мы тут еще? Ничего такого не вносили. Selected. А, вот это нам не нужна тогда. If selected slot равно null, то ставим. Она потому что все равно не Да, она бесполезна, она не помогла. Да. То есть он у тебя selected не null. Но при этом это и не первый слот. Где там ошибка хреново поймешь. Так, ладно. Теперь надо разобраться с остальным, что нам не нужно здесь будет. Что нам здесь не нужно? Time of day нам здесь не нужен. Spawn точки, waypoinты тоже не нужны. Объекты. Так. Стоп, а где сам террейн находится? Статическая геометрия. Деревья с камушками, да? Это что? А, это ящик. С ящиками мы сейчас еще разберемся и со всем остальным тоже. Ну, наверное, запаздывает. Тут FPS показанное. Так, объект. Привет, Михаил. Int try parse. Так, нет, оно сейчас работает, как бы, нормально. Ник, а ты что думаешь на этот счет? Я думаю, что вот тут-то как раз зарыта собака. Да? Ну, Сказал бы я, но на самом деле это не так. собака где-то в другом месте порылась. Ну, ладно. Попробуем довериться первой заповеди программиста. Работает, не трогай.
По идее, просто там должна быть проверка, что это значение не должно быть ниже нуля в try-parse. Ну, в смысле, в try-селекте. Там должен быть if с проверкой соответствующей. Ну, там, собственно, и есть. Там используется clamp от 0 до 100. То есть там даже если будет -1, он выведет 0. Ну да. Так что пусть будет так. Так, соответственно, из объектов нам что пока? Storage нужно, да? Storage. Накоренение. Такие storage есть. Да, то есть клавиша 0.1 у них будет означать одно и то же. Ну, замечательно. Так. Это не мы, не нам это исправлять. По крайней мере, не мне. Ну да. Так, storage, loot object, building piece. Это создание, да, я так подозреваю. Piece vitals это прочность, видимо, да? Откуда ж я знаю? Ну, вот сейчас мы это проверим. Я тут вообще мультики смотрю, так что... Интересно, вот если всем объектам добавить физику, ПС, насколько просядет?
А, можно рандомизировать, да? Хорошо. Так. Ну, Макс Хелс 500 и... Ты думаешь, максимум 500? Не, ну видишь, я наношу урон, но ничего не происходит. Но я... А, подожди, вот хитбокс. Мультиплеер. Почему не выводится? Не мультиплеер, а мультиплеер, множитель. Не видно, сколько там хп остается. А, еще и Health Regeneration тут какой-то. Видимо, просто не выводится сколько. Есть максимальное, а текущего нету, да? То есть не узнать, сколько у него реально сейчас хп. Может, потому что у тебя попросту его нету? Ну как это нету? Вот, смотри. Раз и все. И кончились хп, которых нету. Здесь смотри, где их. Какой длинный скрипт. Вот. Он, получается, при каждом запуске рандомно, что ли, выставляет нам хп? Сейчас 100, было 500. Вот, опять 500. Тут, я так понимаю, идет наследование, да? Building Unity Engine. Потому что здесь параметров больше, чем в самом скрипте. Да. Этот у тебя наследуется от Generic. От Generic Vitals, да. Сейчас посмотрим. Ну, а значит, тебе, соответственно, нужен скрипт Generic Vitals. Смотрим. Can regenerate, enable pause, regen delta. От 0 до 1000. Это вот количество хп, что ли, или что? Max health 100. Нет, кламп это обрезка. Ну, я понимаю. Но обрезка в диапазоне от 0 до 1000. Ну да, то есть если ты скорость задашь больше, почему health-то, если там speed? Да. Health regeneration, resistance, health delta, max health.
max health, он на старте увеличивает на 5. То есть старта вот 100 стоит, увеличивает на 5. Получается наши 500. Это не говорит нам о том, где Да. его здоровье. Макс это Try максимум. change health. То есть, само собой, что если мы regenerate отключим, который нам не нужен на объектах, да, неживых, соответственно... Он работает у тебя с entity health. Change health. Change health это вообще отдельная тема. Try change health. Это то же самое. И смотри, он тебе говорит, куда он обращается за всем этим делом. Не где он меняет, а что он меняет. Не, ну я так понимаю, если следовать из мысли, что настройки фактически должны быть на том объекте, к которому они относятся, да, то, соответственно, с чего мы наносим дамаг. Короче, смотри скрипт entity health. Он тебе вот по-русски написано. Что ты там рассуждаешь? Здоровье хранится health. В скрипте entity. Вот ищи, где твой entity health. Да нету entity health, есть entity vitals. Оно, наверное же. Скрипт entity, а параметр health. А, ну подожди. Видимо, задан. Entity... По всей видимости. Значит, он и есть. Range 1050. Entity health, это change. Changed health. Минус 100 F. Блин. Надо как-то выводить current health. Еще раз тебе говорю, health хранится в entity. Ну так вот. Находишь entity, в нем находишь health. Потому что, видишь, написано entity.health.add допустим. Или entity.health.get. Entity просто нету скрипта. Есть entity что-то там, entity vitals. Значит, ищи скрипт health. Health manager. Management. Есть у нас. Я знаю, что у тебя там находится класс под названием health. Point. Находится он внутри entity. А является entity скриптом, классом, да? Или, допустим, это namespace. Я понятия не имею. Ну да. Health 7 dat. Это событие изменения ХП, я так понимаю, да? Health event data ты получаешь, когда происходит событие взаимодействия с ХП. Hit direction даже учитывается. Void receive damage. Health 7 data, damage data. Этот класс
просто передается при возникновении события изменения ХП Мгм. и несет в себе информацию об этом изменении. Вот и все. Ну, так я и понимаю это. Вопрос, где у нас собирается информация о текущем количестве ХП? Я тебе уже сказал, это либо класс, либо namespace entity. И, соответственно, класс health. А где он сидит в скриптах, я понятия не имею. Так что ищи. Непонятно. Тебе нужно лазить по всем файлам скриптов и там искать. Ну так что, вот. Все файлы, которые имеют entity в названии. Самого по себе нету отдельно. Я не сказал, что он Да, я должен называться так же, я как и это. понимаю. Student Hunger. Death Hunger. Detection. Он тебе подсказывает. Тебе бы искать не entity, а health. Причем с заглавной буквы. И с учетом регистра. Entity Vitals, Generic Vitals, Health Management, Hitbox. А вот New Health у нас Generic New health это... New health у тебя передается в entity.health. Ты вот прям видишь надпись entity.health.set. Get. Где set? Это get. Это он получает информацию, видимо. Get это получает, а set задает ниже, видишь? А, да. New Health. Да, установить New Health. Generic Vitals. Но, как ты можешь понять, исходя из этого, это entity.health. Мгм. Вот где этот дурацкий entity.health, который хранит информацию о ХП, Regen Data. Непонятно, он же должен где-то присваиваться, наверное. Entity Behavior. Вот. нет, где он присваивается, понятно. Непонятно, откуда он берется. Entity Behavior. Точнее, где он хранится. Вот, смотри, Public Entity Event Handler Entity. Вот он сам. Вот, есть. Я так понимаю.
Значит, смотрим скрипт Entity Event Handler. Найти все ссылки. Да, вот именно. Это долбанный ВС. Я привык к коду. К VS Code. Там, блин, Причем тут VS Code дело не в этом. Дело в том, что скрипты здесь такие, я не про это. что одно лежит в другом. Я не про это говорю, а про то, что он все делает не так, как в VS Code. Непосредственно вот это. Вот так я тебе сказал, поставь VS Code. Тебе Visual Studio понадобится только для того, чтобы объединить эти твои скрипты в один проект, в одну библиотеку. Так, что там? Entity Event Handler. Вот он. И что у нас здесь? Royale. Change health. Ну вот, пожалуйста. Вести, Entity Event Handler хранит твой health. 11-я строчка. ну, Ювали. А как его вывести в инспектор? Как? Никак. Нет, подожди. Entity Vitals у нас показывает Max HP, да? Вот то самое. Это совсем другой скрипт. Подожди. Storage box. Damage multiplier. Так вот, мы можем в хитбоксе выводить. Просто добавить переменную current HP и current health и брать ее из entity event handler. Сейчас у нас фактически здесь вот damage multiplier только несет смысловую нагрузку. Бессмыслица. Почему? Ты предлагаешь сделать новую переменную, занять впустую память только для того, чтобы выводить в инспекторе. Нет, чтобы было нагляднее. Ну, Или чтобы выводить в да, в инспекторе. целом я понимаю, что ты имеешь в виду. Можно это сделать в том же самом фиксере, который включает, ну, настраивает туман, фог после запуска, а потом просто закомментить, когда это уже будет не нужно. Смысл просто в том, что в целом тут можно было бы привязаться к разрушаемости. Нет, я понял. Смысл в том, что ты у нас, как обычно, любишь костыли. Да, больше костылей. Хороших и разных. Так, в общем, топ-крейт. Это у нас крышка, да? Типа. Здесь у нас что? Это у нас не открывается. Соответственно, топ-крейт нам здесь не нужно. Блин, ну что-то ящиков тут, конечно, до хрена и больше. Всяких разных. Вот что мне нравится, то что здесь оно
эдитабельно, скажем так. То есть не единые меши, и, соответственно, можно использовать ящики по назначению и прочее, прочее, прочее. Здесь пускай влепили. Так, ну, в общем, предлагаю сейчас перерывчик на чай. И потом надо будет немножко бюрократически это дело расписать.
Какие есть решения? Зак Бюрнер. Привет. Я не уже делаю, я просто экспериментирую сейчас. А я чё, нет? Я что ли не ленивый совсем?
Юнет больше не поддерживается, что ли? Виктор, введи просто полностью текст ошибки. Вот первую строчку в Google. Там выдаст ответ. Так проще будет, чем пытаться объяснять. Просто скопируй первую строчку ошибки. Это вот это у тебя, что ли, TRLM, да? Понимаю. Плохо вроде как. Потом покажи, как что у тебя получилось с этой штукой всей. На 2 гига у меня. То есть они только собираются отказаться от этого еще в 2021 году. То есть. Так оно разное бывает. О! P2P Relay сервер будет заменен на Game Server Hosting Service, поддерживающий сервер Authoritative игры. То есть как раз вот с той штукой, которую мы хотим сделать в пиратах.
есть для пиратов будет прямо идеальное решение от Unity через полгода. Меньше или равно 20. Окей. Так, и что дальше? Ник, где же ты там отошел? Hi everyone, welcome to Computing Millions. So today we're going to be talking about Unity's UNet, and we're going to be going into how to set up the initial parts, like the network manager, and that stuff, so you can start making your first multiplayer game. So let's delete this shit. So when using Unity, you're going to have a offline and online scene. Your offline scene is going to be your menus, and your online scene is going to be the actual game scene. So first we're going to start off by creating two scenes. I'm going to call this one menu, and the next one we're going to call it game. And we're going to go into our build settings, make sure you add these. Mine are already added. And next thing we're going to do is create a empty game object and call it network manager. And on that we're going to add two components. We're going to add the network manager and the network manager hub. So what this lets you do now is when you start it up, you're going to have the built-in GUI that Unity uses, the old stuff, but it allows you to click on the host, which hosts the game for you, or a client button, which allows you to connect to a host or a server. This you can later on change and create your own UI and stuff. So if you look into here, we have offline scene and online scene. So in there, we're gonna drag our menu into the offline scene and game into the online scene. So now let's just change the background of oh shit, I did it opposite. 1 second. Let's delete this. Go into our menu, and we're going to paste that. So we're going to change the color of the background on our menu, so you can just see that we're actually transitioning into a different scene. So we're going to hit play, and if we go into host, you're going to see that it jumps into the game scene. Now when you're doing a multiplayer game, you want to spawn in a player. So let's say, for example, you're doing a multiplayer shooter, or you're doing a platformer. You're going to want to spawn in the player locally. And Unity allows us to do this pretty easily by just going into spawn info and putting in a player prefab. So I'm just going to quickly create a example player. It's just going to be a cube with a network. Network. Wow, I can't spell. Network identity.
make sure you put network identities on anything that you want to spawn in. So now we're going to take this cube and drag it into our assets. Now it's saved as a prefab. Now we can delete this out of here, and we can now spawn in a player. So now if we go in and we hit host, you can see that our player is spawned in. Is this for... No, it shouldn't give us an error because now we put in the cube as our player object. And that's it. Now you have it fully working. So now if you were to build this out, just build it out as game.exe. And if we launch it, launch this, we can host it, and this player can now join. And now if we look in here, you'll actually see that we have two different player objects. So one of them is ours, and one of them is our client. So now you have the basics of the setup done, so now you can go on to actually programming the game. Thank you for watching. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so you can get more Unity UNet tutorials. Hi everyone, welcome back to Computing Millions. So today we're going to be going over commands and RPCs, which are the most important part of UNet in order to start synchronizing your full game and being able to actually create a game. So how a setup normally looks is you have a host and you're going to have clients. So you can either use a CMD, which is a command, or an RPC, which is an RPC. So what a command does is it allows either one of these clients to send information to the host. So let's say this client in the middle here wants to send its name, so it's going to use a CMD to send the information out. And then now these other two clients don't know what that information is. So now the host is going to use an RPC to send that information back down to each one of the clients. And now each one of your clients are synchronized and the host is synchronized and everyone has the same name of this one client. So now let's actually do this in Unity. So first we're going to create a player script, player, and we're going to add it to our cube, which is our cube object, which is what we're spawning in when the server starts. And we're going to open it up. So first thing we have to do is using Unity engine .network. That just tells Unity that we're importing the networking components and all that stuff, and we have to change this to network behavior. I don't know why. So first thing we're going to be doing is a command. So in order to create a command, we have to do square brackets, type in command, and then now we do a function. So we're going to go void CMD. Make sure the prefix is CMD, or else it will not work. And we're going to do change, or let's do send name. So what we're going to look at, it was on start, we're going to look if the current player is not the server, so is server, then we are going to do a CMD send name, and we'll do banana. So essentially what this line does right here is it checks is the current player the server or not. So if it isn't the server, then it's going to be a client, and they're going to send the name. And then in here we're going to use transform dot name is equal to name. So what's happening here is if this is a client, it's going to call the function, the command function, and it's going to send its new name in here. The name is then going to be passed in through here, and then on the server you can do anything in here. So I just chose to change the transform dot name equal to the name that was sent. So let's save that and build it out.
host here, and we will start up a client here. So now when this loads, when this client joins, it's gonna say, oh, it's gonna look, am I a server? No, I'm not. So then I'm gonna command send name, and I'm gonna send the name banana. So now, if you look in here, you'll see that this player's name has been changed to banana. Now the problem is if we were to stop this and do it opposite, so we connect there as a client and host here, the client doesn't know what its name is because it's sent to the host, so it's changed on the host, but it's not sent back to the player or the client that sent it. So in order to fix that, then we're going to use the RPC. So in square brackets, we're going to do client RPC. We're going to go void RPC. Make sure you have that prefix or else it won't work. And we'll do update name. Let's do update name. And we're going to pass in a string name. So now we're going to change this because we don't want just the host to be setting the name. We want the host to send the information to all the clients after. So we're going to take out this and replace it with RPC update name. And what are we going to be passing in? We're going to be passing in the name that was sent. So what's going to happen is the client is going to send the information to the host, and the host is going to send it back using an RPC to all the different clients. And then on the clients, we're going to change the name equal to whatever the name was passed in. So now we're going to build it out once again. And we're going to host here. We're going to host on this one, and we're going to join as a client, and you're going to see that now this one has the name banana, because what happened was the client sent it out to the server, and then the server relayed it back to all the clients. So вот у меня возникла такая мысль. Ник просто отошел, но задал ему так вопрос. Есть архив игры с определенным числом файлов определенного размера. Можно же, исходя из этого, получить хэш, в котором эта информация будет отражена. При изменении файлов игры или добавлении новых в директории игры изменится цифра хэша. Таким образом можно отслеживать факт сделанных изменений. Изменения, если они были, помечать игрока как потенциального читера. Применять меры. Не пускать на сервер, например. Вопрос в том, имеет ли это смысл. И право на жизнь. Такой вариант. Потому что вроде как это прямо на поверхности такой момент. Но если бы так было все просто, то тогда это делали бы все разработчики игр. the clients are able to get the update of the name. So we're going to try the same thing, but instead we're going to do position now. So let's create a new command.
and we're going to call this void RPC send pose, which is just going to be position, and the value that we're going to be using is going to be a vector2 position. So then after that we want to create an RPC. Client RPC, and we're going to go void, wait no, I didn't do, make sure this is command, not RPC, void RPC update pose. Okay, so now from here, so we're going to check, is this person a client? So if they are, then we're going to do CMD, send a pose, and we're going to send a new vector2, which is just the position, which is going to be an x of 3 and a y of 3. So once this is sent from the client, then the server is going to get it, and the server is then going to RPC that information back to all the clients. So it's going to pass in pose, and that position is then going to be sent out to every single one of the clients, and the client's transform dot position is going to be equal to the new pose that was sent from the original client. So first I gotta build that out. So now we host here and we join as a client. You can see that the client's position was updated to 3,3, and if you look on the server, the position is also synced to 3,3. So now that you understand commands and clients, you can really do anything. You can sync ints, you can sync bools, you can sync positions just like I did, strings, you can pretty much sync any type of variable that isn't too complex, any of these standard variables, with commands and client RPCs. So thank you for watching, make sure you hit the subscribe button and hit that notification bell so you can get more tutorials. Hi everyone, welcome to Computing Millions. So today we're going to be talking about Unity's UNet, and we're going to be going into Hi everyone. Hi everyone, welcome to Всем привет, с вами Андрей, и сегодня мы начнем разбираться с тем, как сделать сетевой шутер в 5-й Unity. Наша задача на сегодня...
Welcome back, guys. Today we'll be turning our little spaceman into a proper character. Is not the way to do it. So today we're going to be making two scripts. One for the body rotation, and one for the head tilt. Oops. So we go ahead and open up the body rotation script. And the first thing we're going to do is, for general FPS, first person shooter games, you're going to want to lock the screen and lock the mouse to the middle of the screen. So to do this, we go cursor dot lock state equals cursor dot lock state mode dot locked. You can either you can go confined, which will confine it within the screen, but we want it locked within the middle of the screen. So once we did that, we can start building our screen. So first we're gonna have to get a float, and we'll say this is rotation X, and for now we'll say it is 0. So once we did that, we go down here and we say this rotation X is, we're gonna plus equals it to input dot get axes mouse X. This means we'll be using the X position of where our mouse is. So say our mouse is here in the middle of the screen and we move it up here. Wait, let me draw this. It's make another thing. So just say our mouse is here and we move the mouse up to here. All it's checking here is whether or not we're checking the X position of this. So here is the X line, and we go down here, and this is the point where it cares. That's all it's checking, is this point. It doesn't care how high it is, it's just checking the X of the mouse we're using currently. So it's getting that position, and once we did that, we can go ahead and technically this is all you need for it, but generally it's not the best to use, so we want to add a sensitivity to it. So we just say sensitivity, and we say generally 15 I found is the better one. You can go lower or higher depending the sensitivity that you want on it, how fast you want it to react and such. And we're going to go ahead and add that to our rotation X, and we say multiply it by our mouse position to not be able to go past 0 or 300 maximum. So you're most likely confused of where I'm going here, so I do have a pretty little picture for you guys. So for our body rotation, we want to clamp our mouse position to not be able to go past 0 or 360, which in this case is the full circle. So that means our body will be able to travel in a full circle because it has the full range of the circle. But for this, I'll get back to the side view in a minute. But this means that this is the range of where it can go, rotate, sorry. So we want to check whether the angle that we just put in is less than 300. It's doing it from, this is the top view, and this is the rotating. So it's like a spinning top right here. So if you looking at a spinning top from above, you can spin it. That's the way the rotation will be dealt with. So from above a top view, that is the rotation you'll be seeing. So if you won't be seeing it from above, but if you do come from the side, you'll be able to see the actual rotation. So that's all it's doing, all it's saying there. And now we need to change a couple things. This, rotate around the red one. So if we go back to my perfect drawing, here is
the side view, so it rounds this axis. Instead of the top view, it rotates around the side of it. So if we go down through the script here, so we're going to be clamping it not to 360, we want to clamp it to, for simplicity's sake, we just say 60 and take off the 3's off that. So I know it says minimum by 45 and 90 here, and in our script it's 60 for both, minus 60. Let's go to the other. So this is technically Hello everyone, and welcome to a very quick tutorial on caching and why it's important to cache. So I'm going to just create a new C# script here. I'll call it no caching, and I'll drop it onto the main camera, open it up, and what I'm going to do is to create a for loop, and then each iteration find the directional light, access its intensity, and set it to 1. So I'll do for, and int I equal to 0, I less than 1000, I plus plus. And then just very simply, the big one, game object dot find directional light dot get component. And it's going to be the light, and no, not going page down, dot intensity is equal to 1. Alright, so every frame, you're going to find the directional light, set its intensity to 1, and do this 1,000 times each frame. So there's quite a lot of overhead with that. So I'm going to add a tab called Profiler, and let me just check, I attached it, yes, hit play. Alright, let it run for a few frames. Okay, that's enough. And under behavior update, there I can see how much overhead my no caching script is creating. This is the CPU usage. And if I just slide this around, I can see well, how much in milliseconds that is. Alright, well, obviously that doesn't tell me very much at the moment. What I need to do is create another script which is cached, or partially caching, and see how that performs in comparison. Alright, so I'm going to make another C# script, and I'm going to call this one partial caching. I'll also drop it onto the main camera, open it up, and this time I'm going to say I'm going to create a private variable, a game object of type game object, and I'm going to call this one directional light, and in the start function I'm going to find it there. So directional light is equal to game object dot find, and it will be the directional light. Okay, and then in the update function I will then do again the for loop, or int I is equal to 0, I less than 1000, I plus plus. Okay, and then I'm going to say directional light dot get component light dot intensity is equal to 1. Alright, so now this one, what's happening here, instead I've cached the game object directional light. I've stored a reference to the game object itself, and then each frame I'm iterating 1,000 times and accessing the component each time, and then setting the intensity to 1. So let's see how that performs. So I'll just clear this, hit play. Alright, I can stop it, and then just go through it, expand behavior update, and have a look at that. So you can see that there's already there's a huge difference in performance, in CPU usage. So you can see that partial caching really drops the CPU usage down a lot. So you can already see why it is important to cache. Alright, so that's one done. So now I'm going to make another script, C# script, and well, it's probably a wrong name, but I'll just call it full caching, and open it up. And this time I'm going to store a reference to the light component itself. So private light, directional light, I guess. And then I'll call it, well, I'll find it, so directional light is equal to game object dot find directional light dot get component light. Alright, and now in update I'll access that for int I
is equal to 0, I less than 1000, and I plus plus. Then I will just simply say directional light on intensity is equal to 1. Alright, so let's see how that does. Have I attached it? No, I haven't, so I'll drop it in and clear this. Okay, that's enough. Expand the behavior update and just slide it about. And yep, you can see already that full caching is the cheapest. So by going directly to the component, so even get component, even the instruction get component, even that has a small overhead, it's not that much, but by getting rid of that, we do save on performance just a little bit. It is just noticeable, like you can see, pretty much. So that's pretty much it. So that's why you do caching. Now, of course, you wouldn't normally be iterating 1,000 times in the update, but if you do have a game which is like a simulation type, then you will have a lot of data accessing. Like you'll have lists of information, and you'll be going through the lists and accessing a lot of information. So that's where, if you're doing that sort of thing, and this is what I did for Guild Commander anyway. Yeah, that's where I have a cached game object or cached component, and then it makes the script a lot faster. When you have a lot of that happening, then you can avoid a lot of slowdown that way. Alright, anyway, so that's it for this quick tutorial. Thanks for watching. Hello everyone, and welcome to what will hopefully be a quick tutorial on the brand new Unity networking system called UNET. So I have the Unity 5.1 beta, so those of you who have the pro version of Unity 5, you'll be able to access the beta and actually follow along with this tutorial. For those of you with the free edition, or with the personal edition, then I guess you'll just have to wait till Unity 5.1 comes out, and then it'll probably be something sort of like what you'll see in this video. Alright, so but you can also still watch and of course see what the new Unity networking system looks like, well, as much as I get into it, that is. Alright, so first of all, I'm just going to save this scene as, let's see, I'll call this one menu scene, so I'll just call it menu, and then I'm going to save another scene as, save scene as, and I'll call this one main, nope, can't spell, main. Alright, and then I'll open up the main scene, and I'll go ahead and quickly create a plane, 3D object plane, just size it up a bit. And the material is very bright, so I'll just quickly create a new folder, call it materials, and inside of it I'll make a new standard material. Which one? This one I'll just call gray, and I'll just change the color down to something like there. Okay, go back to the plane, just click on the materials, expand that, and drop in the gray material. Okay, so it's a bit easier on my eyes now, and I'll drop in a cube. Alright, and I'll lift it up. Just check that your snap settings are something suitable, so I'm just using snap. And oh, by the way, this is kind of like an intermediate tutorial. It isn't meant for beginners at all. So if you're looking for an introduction to Unity and the networking, then you'll have to, I guess, wait for GTGD S3, which I'm still working on at the time of making this video. Alright, so okay, I've got my cube there. I'll just move it out of the way a bit. I'll make a duplicate, move it somewhere like that. Maybe I'll scale it up as well. And lift it up. Alright, and yeah, push it over here. Okay. Now I've done that, so my environment is set up. I'll just make an empty game object. It's at 000, which is all nice. I'll call it environment, and drop all these environment pieces into it. Oops, didn't do that right. Alright. Fill that away. Alright, so now I've already imported the standard assets. I imported the first person character. Well, that's the last one I want to use. I want to use the FPS controller. And to do that, you just go to Assets and Import Package and the characters. In my case, though, when I just created the new project, I just selected that to import with, to import to begin with anyway. Alright, so that's the FPS controller there. I'm just going to rename it. I'll call it Player. And I'm going to turn it into a prefab. So I'll create a new folder. I'll call this Prefabs. Drop it in. Okay. Right, of course, so I'll drop, so where is it anyway? Alright, so it's invisible, so I will, well, first of all, I want to reset its position. I'll lift it up so it doesn't fall through the ground when we start playing, okay? And then I will add to it a capsule, okay, good. And I'll remove the collider component. Done, yep, okay, that looks about right. So I'll just save that, I'll hit play, just make sure I can actually play. Yes, there are 2 audio listeners in the scene, so I need to fix that when I start adding in the networking, that is. Okay, so I can move around, okay, that's enough. Alright,
So the new networking system is completely different to the old system, which I showed you in S1 and S2. It's totally different to that. So it's just completely new. I guess I want to show you as much as I know at the moment about it, then you can see for yourself that it's completely new. So here you go. Just search for like network, and we don't use the network view component anymore. That's well, at least I don't think we do. That's pretty much gone. We're going to now use here network manager. Attach that. These are pre-made components from Unity just to help us out to start with. I think the truth is though, when you start doing anything more advanced, you really need to code your own stuff. Okay, so offline scene. I'm going to drag in the menu scene. This does play up so somehow. I don't know why it does that. I guess this is a beta, so I can't expect everything to be perfect. Let me try saving. Let's see if it will work. No, it won't. So I'll come back to it later. I'll let it play and do stuff. What I was trying to do was I was just trying to drag in the menu scene and the main scene into their slots. It's a pretty amazing system, this, that it can automatically transition you from the menu scene to the online scene where you're playing the game online. Alright. Anyway, so network info, that's where you can see the current network address is just localhost. That's 127.0.0.1, which just allows you to connect to yourself. So I'm not going to change that. I'm not going to be doing any port forwarding or Hamachi kind of connections or anything like that in this tutorial. It's just going to be localhost. And right, we need a player prefab. So this thing has an automated spawning system. So of course we can code that, and I need to look into that, how to do all that manually. But for now, I'm going to just rely on Unity's automated spawning system. So I'll just click that again and come back here. And to stop that from happening, by the way, I should have just used the lock button to stop losing the contents of the inspector when I was doing that. Okay, so coming back, I'm going to drag the player in. Okay, now the player 2 needs to get set up a bit as well. Is there anything else I need to do? No, I'm not using any of the advanced configurations, simulation, or anything. The HUD will simply bring up the HUD. I'll just quickly show you. That's what it does. It brings up this HUD to allow you to quickly set up a server or connect to a server. Alright, so for the player, I'm going to unlock that. Yep, okay, so for the player, I'm going to add a network identity. So this is like the network view of old, and I'm going to check local player authority because this is a game object that is owned by that game instance. So game instances do own this object and control it, so I need to turn that on. Otherwise, then the game, if I don't check server only or the local player authority, then this game object will be disabled when I join a network game. Alright, so, and the next thing I'm going to do is I'm going to actually attach a network transform as well. I'm not going to sync the rigid body 3D, I'm going to sync the transform, because this is a character controller. I picked the basic FPS controller, and that is operated by a script, and the rigid body is kinematic, so it isn't the rigid body really like driving the thing, it's a script driving it. Okay, and the rotation, yes, I'll just leave that alone. Okay, so I will hit apply to save the changes to this prefab. I won't worry about any of the other stuff on it. I might just add a 3D object, a cube. Move it over here, resize that. Yep, like this. And just to point out which way, so I can see which way the player is facing. I guess that's all it is for. Alright. And just to see, you know, that the rotation is syncing without actually having to click on the object in the hierarchy. Alright, so let me just hit apply and delete the player from the scene. Okay. And now if I hit play, alright, so it's just waiting for me to, well, do something. So a LAN host is a player that is also a server, so there's a server with a client, and then a LAN server only is just the server only. And a LAN client, of course, is a client. Okay, so obviously we need a server. I'm not going to pick server only. Actually, I'm going to actually pick LAN host, so we can be a player and a server at the same time. Okay, so we're in the game. Okay, fine. What I need to do is to build and run another copy of this and see how that is. And of course, it's still complaining about 2 audio listeners. I haven't done anything to rectify that. So let me go ahead and build and run at the current scene. And yeah, build and run. And I will also create a folder, new folder, built, and enter it, and just call this built. Hit save. Now I should have probably added the other scene, but because I couldn't set it up earlier, it doesn't matter. It doesn't matter. I'll just use the same main scene that it was just currently loaded on. Alright, so hit play. Alright, get into it. Hit play here, connect. Alright, so I'm in.
Now if I jump to the other window, and I click LAN client and connect in, of course you can see immediately that there's a serious problem, and what's happening is the camera, it's flickering, and I'm controlling both players. And if you followed like S1, you know what's happening. It's basically these scripts here, there's no control over them. It's running, so if both of these players have an active first-person controller script, so when I press move forward on one, it moves forward on both of them, on both characters. So, well, that's all, that makes sense. So that's my fault. So I need to make a script to just deactivate, well, not deactivate, I will deactivate these components on the player to begin with, and then I'll reactivate them for only the player that belongs to us. So all the other players that join in, their player characters that join in, they will have deactivated components. So I'll deactivate the camera, the audio listener. Alright. And, oh yeah, I should just get rid of this box collider. No, it's just pointless at the moment, because it'll also be colliding against the player, which is unnecessary. Okay. Done. Okay, hit apply. Done. Now, next thing, I need to make a script. So I'm going to create another folder. I'll just call it scripts. And then I will make a C# script, and I will call this one player network setup. Open it up. And I'm not going to need the update function. And with the new Unity networking, we need to use a new, I guess a whole new library, using Unity engine.networking, okay? And we need to derive from network behavior, which itself derives from mono behavior. And now we're good to go. Now we can use, well, a new, I guess, function. So if is local player. So this is the replacement of like if network view.isMine. This is like the equivalent of that, except that this system is completely different. So like something to note about this UNet, the new Unity networking, is that it is server authoritative. So the clients don't speak to each other, they speak to the server, and the server speaks to the clients. So things that I did before, for example in S1, you can't do them in this. You can do much more, but you do it differently. So I'll show you a little bit of that in this video. So if is local player, then what do I want to do? Well, one of them is, well, how about we turn off the main camera. Now, should I turn it off, or do I? Yeah, why not? I'll try that. I'll see what happens if I do that. So if is local player, then GameObject.find, and I'll call it, actually I'll change the name. I'll just call it scene camera. Okay, scene camera dot set active false. So I think that'll take care of that problem, maybe, or I might have a new problem because of that. And then next, I need to go into the player character itself. So what I will say is that get component, because I'm going to attach this to the player. Get component. It's a Unity standard assets dot characters dot first person controller dot enabled is equal to true. Okay, then the next thing I need to enable is the character controller, so I probably should start with that. Get component character controller dot enabled is equal to true. Okay, next, not the rigid body, audio source, network transform. Alright, so that looks fine. What about the next bit? Okay, so I've got a first person character, and I need to set this. Okay, so this one I can do transform dot find child, or better yet, you know what I'll do? I will just have a reference to it, serialize field, and I will call this one, what is it? It's a camera. Camera FPS character cam, something like that. Okay, and then I will say FPS character cam dot enabled is equal to true, and then I'll come back here, and now I'll attach this script, if I haven't already, which I haven't. Okay, drop it in. Done. I need to attach the FPS camera, so now I'll just drag this in, and there we go. So the character, the camera is recognized, and it should get enabled. I need to enable the audio listener as well, so serialize field, audio listener, and I'll just call it audio listener. And again, I'll do audio listener, can't spell, audio listener dot enabled,
is equal to true. Okay, done. До полной готовности and now, of пиратов course, I еще need to drag долго. that into Но its сегодня мы не slot. пиратами занимаемся. So I can just drag this and it recognizes what to put in there. Okay, good. So, do I need to do anything else? Am I missing something UNET не obvious? подходит I don't know, I для... guess I'll just find out by running it. First I'll hit пиратов. apply, save the changes to the prefab, delete that. А вот Okay, для now run and see эксперимента what одного disaster моего unfolds. Or maybe it might work. вполне подходит. Okay, I'll set up a server. Okay, I'm in. Jump in. Looks like it's working, actually. Yeah, looks like there's no problem whatsoever. Let me zoom out a bit so that's easier to see. Let me jump up on this cube to show that I've moved, and then jump back on this one. Yep, definitely moving. Now the motion is very jerky, as you can see. It's based off the send rate, and I haven't understood yet actually how the interpolation works. So if we have a look at the player, and you'll see on this network transform, you'll see that there's an interpolate movement and so on. I don't actually understand yet how that works, so once I guess the documentation is more thorough, then it'll be clearer. But as you can see, that's all the code that I wrote, and so you can see that the new Unity networking is actually incredible. Actually, it's really quite amazing that that you can even get this far with so little code. Well, yeah, I found it really amazing actually. Okay, anyway, enough of that. I need to do another change. Okay, so I'm not happy with that jerky motion. So if I bring back the player, yeah, I need to change that. So I'm gonna take away the network transform. I'm gonna do this manually. I'm gonna write a script. Or at least I think I'm doing it manually, or well, however manual that is. And I'm going to call this player, what should I call it? Sync position? Yeah, I guess that's a good enough name. Player sync position. I'll just drag it onto the player prefab. Just wait a moment. Okay, do that Я again. не создаю новый ущерб пиратам. Okay, alright. Come back to Просто monitor. раз в неделю буду посвящать вот And эксперименту этому once again, I need определенное to время. using system.unity. А Oh, по sorry, пиратам using будет Unity 2-3 engine, раза в using неделю. Unity engine dot networking, and then derive from network behavior, and I need some variables. I know I'll need like a sync, well, I guess a sync position variable. So a private vector3 sync pos. I will need private. No, I will serialize this instead. So I'm just here. Serialize field, transform, my transform. Okay, I'll store a reference to the player's transform using that, and serialize field. I will call this one float lerp rate, and I'll give it an initial value of say 15. Okay. I won't need the start function, and I'm not going to need update, but I'll need fixed update. Just to reduce the number of times I'm going to be sending messages over the network. So I need to make some functions. What will I make? I'm just trying to recall. Well, obviously a function to lerp. So void lerp position. Okay. And how would this work? Lerping the position should only happen on player characters that don't belong to us. So in our game instance, if there are other players there, we want their positions to lerp. We want their motion to smooth out, because, you know, position data is going to be received at increments, and then the players, those player positions, the players are moved to those new positions that are coming at, it's smoothed out. So they're moved to those new positions smoothly rather than a jerky motion like what you were saying before. So that's what I'm going to be doing here. So this shouldn't run on ours, on our game instance. Our player is under our control, moving very smoothly as per our WASD keys. So I'm going to put here if not is local player. Then we're going to be doing the lerping. So then my transform dot position is equal to vector3 dot lerp, and we'll be going from my transform dot position to the sync position at time dot delta time times lerp rate to smooth it out. Okay. Alright, that's it. Next, what do I need? I need to send, so because this is a server authoritative system, I need to tell the server about this player's position, and then I want the server to tell everyone else tell all the game instances. Опа, как интересно, он сервер authoritative создает. То есть вот в частности о позиции передаются данные на сервер, а уже сервер отправляет всем остальным. Вот оно чего.
all the clients where this player's new position is, and then those clients will then use this lerp position function to move those player characters to their position. So that's what I'm going to do. Now, to do that, I have to write something called a command. So the command is sent to the server. The client is telling the server to run this command, and the client can supply a parameter as well, or parameters. And I'm going to call it void, and it must have CMD. So it must have this, I guess these three letters, command, and I'm going to call this provide server, provide position to server. And I'm going to give it a parameter. It's going to need a parameter vector3 cos. So this code runs only on the server. It will run only on the server, but I'll call it on the client. And which client? Our character that we're controlling in our game instance will call this command, and then it'll be done on the server. The server will receive this information. Now, what information is it going to receive? It's going to receive sync pos is equal to position. Now, this isn't enough. Okay, so what's going to happen now on the server when I run this command? I haven't created any function to do that yet. But when I run this command, on the server side, the script is going to get a value in sync pos. Let's say I'm at position 111. I will run some function that I haven't made yet, and it'll get supplied in here. And then so on the server, sync pos will equal to that. Not in our game instance, nor in any of the other clients. I need the server now to sync this value, to sync this type, to sync this variable. So that's where I use this attribute called sync var, and it applies to the sync position variable. So it will automatically, the server will automatically transmit this value to all clients when it changes. This is very powerful. And this replaces the, I forget what it's called, I think it was like on serialized network view where we would do the writing and reading. So it replaces that. It's doing it for us automatically. Okay, so now that I've done that, so now the server's got this value, and now that it's changed, it's going to submit it, it's going to send it to all the clients, and all their scripts for this character will have the updated sync pos value. Now I need to run a function only on the clients. So I'm going to use another attribute called client callback. You can use client as well, but from the documentation it says that client callback, as well it says here too, it won't generate any warnings. So, and that's what I want, so that it doesn't clutter up the log, the error log in Unity editor. Alright, client callback. Alright, so I'm going to call this one void transmit position. And then I will run the command, so command, and I will supply it with my transform.position. Okay, so now in fixed update, I'll make use of these functions. First of all, I will write the transmit position, and then lerp position. So let me go again over what is happening here. So when fixed update runs, let's say this is our game instance, my player, running on the server. When transmit position is run, it will call this command, supply it with my position, and that value will be then, this command will be run on the server, and the server will receive this value on the script that's attached to my character in the server, and then this value will have been changed, so it knows that behind the scenes what's happening, and it will transmit this value to all the clients, and then they will have this updated value. Now in my game instance, this lerp position, nothing is going to happen. I'm in control of my own character, and so this lerp function is not going to do anything. But on let's say other clients, on their game instances, when they see my player there, this function will run, and so my character will lerp from its last position, from its current position rather, to that supplied position value, and at this rate. So that is basically what is going to happen. There's probably something else I needed to mention. Yes, because you know the way the hosting is done, let's say the client is also the server, well, the client on that server will still receive, it will still be able to do this client callback. That is still a client. So the person playing is still like a client, and this function still operates even on them. Well, that's as far as I can understand at the moment. It looks that way. Alright, so let me jump back in. Now I need to attach that component, so let me just click here. Okay, my transform, so I'll just drag in the player's transform, save that, hit apply at the top, and is everything else okay? Yes it is, so I'll delete that. I'll just quickly run, just make sure that there are no obvious errors. Okay, so it's working. Hit build and run.
Okay. And then connect. Let's see, did it work? No, it hasn't. So it's not syncing across the network at all. So that means I've plain outright forgotten to do something. So let's have a look. What is attached? It has a network identity, it has the transform, and it has the lerp rate. Okay, that's all good. So I'll exit back out, I'll close this down, and come back here, and just quickly check. Okay, so the error is quite simple, it's just forgetting to say if is local player. And copy this command over there. And then try that again. Okay, so now it's working very well. Rotation isn't working, so another script. I need to write another script that does exactly the same thing for rotation, but otherwise position is now synchronized across the network. And with lerping, which smooths out the motion, the jittery motion, which is all good. So that is the new Unity networking quite quickly. Let me see if it's working now. Let me see if I can actually put in the scenes. So if I come back here, will it let me? Nah, it still doesn't. Ah, well. Oh no, there we go. It didn't allow me this time. Maybe I'm not doing it right. Ah, maybe I need to. That's interesting. Okay, well that's it for this quick intro into UNet, and I'll probably have another video later for the rotation, just to show how to sync that as well. Все, в общем, закругляюсь я на сегодня. Завтра будет по пиратам стрим, я думаю. В крайнем случае послезавтра. А к концу недели будем разбираться здесь с Юнетом для нашего экспериментального проекта. Все, пока, спокойной ночи, до следующего стрима.